Дорогие друзья, приветствую! И в сегодняшнем видео я хочу рассказать о том, что такое коучинг и с какими вопросами можно и нужно обращаться к коучу. А с какими вопросами нужно обращаться к психологам, тренерам, наставникам, консультантам. Мы поговорим о том, какие документы оформляются перед началом коучинговых отношений. Я расскажу о том, как проходит коуч-сессия, о важности запроса и о том, что можно и нужно ожидать в результате работы с коучем. Меня зовут Анна Чайковская. Я коуч по международным стандартам. И давайте сразу начнем с того, чем коучинг не является. Как вы уже догадались, все вышеперечисленные специалисты помогающих профессий а, решают похожие запросы. И сходство с коучем здесь есть, но оно чисто внешнее, когда два взрослых человека разговаривают о чем-то очень важном. И если сравнивать коуча и психолога, то разница заключается в том, что коуч не занимается терапией травм прошлого. И мы в коучинге, в формате коуч-сессии мы можем пойти в прошлое, чтобы взять там какой-то ценный, значимый или полезный для вас сегодня ресурс и интегрировать его в сегодняшнюю жизнь. Следующий важный момент заключается в том, что к психологу, психотерапевту, психоаналитику человек обращается из позиции «доктор, помогите мне, вылечите меня, дайте мне волшебную таблетку, я заболел, чем лечиться». И эта позиция предполагает, что врач, терапевт, психолог лучше вас знает, что вам делать, снимая таким образом с вас ответственность за вашу жизнь. Наставник, тренеры, консультанты, эксперты, вы задаете этим людям вопросы. И основываясь на их экспертизе, на их знаниях, на их опыте, записываете себе их рекомендации, их советы. И общение с ними тоже строится из позиции учитель, ученик, тренер, спортсмен, в то время как в коучинге считается, что никто лучше самого человека не знает, что для него хорошо, а что плохо. В отличие от вышеназванных экспертов, коуч никогда не будет давать советы и не будет рекомендовать, что вам делать и куда вам идти. Если это только не запрос на сессию, конечно. Но в рамках коуч-сессии создается такое пространство, когда вы находите эти ответы внутри себя самого. И в таком случае эти ответы подходят вам так же, как вам подойдет ваша группа крови при переливании. И в коучинге считается, что человек рождается со всем необходимым ему набором ресурсов, качеств, талантов, потенциала для счастливой и реализованной жизни. И единственное, что или кто ему мешает, это он сам. Как и зачем он это делает? С этим мы и разбираемся в коучинге. Можно сказать, что коуч– это волшебное зеркало. И если вы в обычном зеркале видите только свое отражение, отражение внешности, то в рамках наших сессий вы увидите и свой способ думать, и то, что происходит у вас в голове, и то, что происходит у вас в теле на уровне эмоций, реакций, чувств. И вы увидите то, как вы действуете, какие поведенческие или мыслительные стратегии вы используете. И в этом волшебном зеркале вы увидите и все возможности своего выбора, и значимые ценности. Скажу даже больше. Вы увидите свое будущее. Конечно, если все происходит только по вашему запросу, о котором мы будем говорить дальше.
Ну, давайте спустимся с небес метафоры на простой, максимально понятный и практичный язык. Как строится коуч-сессия и в чем ее отличие от просто поболтать с подругой? Нет, давайте вернемся к метафоре, к метафорам. Представьте, что вы возвращаетесь домой из очень долгого странствия. Вы заходите к себе и, наконец-то, сваливаете все тяжелые чемоданы, рюкзаки, баулы, которые вы носили очень долго с собой. И вы чувствуете облегчение. И вы чувствуете, что можно расправиться, выдохнуть. Но что делать со всей этой огромной кучей каких-то странных чемоданов и баулов? Когда же вы находитесь в пространстве коуч-сессии, вы начинаете видеть, чувствовать, понимать, что вообще-то большая часть этих чемоданов и баулов, она не ваша. И она вам, в общем-то, совершенно не нужна. А то, что ваше, оно совсем не тяжелое и занимает не так много места. И вы обнаруживаете, что жизнь без этих 100-500 чужих чемоданов становится легче. Очень надеюсь, что пока все понятно. Если просто и совсем коротко, то коуч– ваш равный партнер на пути к вашей лучшей жизни. И еще один пример. Это как если бы вы сели в такси, где коуч– это водитель, и вы говорите водителю, куда вам надо приехать. И обсуждаете с водителем, каким маршрутом лучше попасть в пункт назначения, как объехать пробки, и сообща выбираете оптимальную для вас траекторию движения по времени, по загруженности дорог. И едете дальше вместе. До того, как мы вступим в коучинговые отношения, мы обязательно заключим договор, где будет подробно прописано абсолютно все. И количество сессий, и какой вы результат хотите получить на выходе в конце нашего коучингового взаимодействия, и через какой срок. И мы обсудим длительность каждой сессии. И мы пропишем то, как будет происходить оплата, как будут происходить переносы сессии, как будут происходить возвраты. Обо всем этом мы договариваемся заранее. Давайте перейдем теперь к тому, как проходит коуч-сессия. Вне зависимости от длительности сессии мы всегда начинаем с запроса. И мы к нему еще вернемся. И мы будем обсуждать ваши ожидания от каждой коуч-сессии. Мне важно понимать, что вы хотите как результат. Что вы хотите как результат от каждой конкретной сессии к концу сессии. И здесь вы можете сказать, что мне важно что-то понять, увидеть, почувствовать, может быть, принять решение, может быть, составить план действий. Это все окей, это все вполне рабочие моменты. И не менее важный вопрос заключается в том, а как вы поймете, что цель достигнута, что будет маркером для вас? Иначе это было бы похоже, как вы бы сели в такси, о котором я уже говорила, и задремали, ничего не сказав водителю. Или если бы вы сказали «поехали», не говоря куда. Вот очень сомнительное занятие, как вы считаете? И, кстати, очень часто бывает, что по мере исследования запрос, с которого мы начинали сессию, через несколько минут теряет свою актуальность. И здорово, если он решился и цель достигнута. А, Может быть, что на первый план выходит другой запрос, и это тоже окей, и мы, значит, будем обсуждать тот запрос, который наиболее важный для вас сейчас. И всегда здорово, если не сказать, что обязательно, приходить на сессию с уже готовым запросом. Бывает, конечно, тем более если человек уже в коучинге давно, то он может приходить просто с пожеланием поговорить. И это тоже окей. И в таком случае коуч спросит, а что ты хочешь как результат этого разговора? Когда человек, например, говорит, я хочу просто выговориться. Что ты хочешь как результат
а, от этого выговаривания. Как я могу тебя поддержать во время этого выговаривания? Как сделать это выговаривание максимально полезным для тебя? И дальше, когда мы обсудили уже эти детали, выговаривайтесь на здоровье. А, Следующий важный момент. Что может быть запросом на сессию? И если коротко, то абсолютно все. Все, что вас волнует, все, что вас беспокоит, с чем вам важно разобраться. Единственное, это все должно лежать в зоне вашей ответственности. То есть такой запрос: "Как сделать так, чтобы мой муж повел себя по-другому?" Он не коучинговый. Вопрос же: каким человеком мне надо стать, чтобы наладить комфортные для меня отношения с моим мужем? Абсолютно коучинговый. То есть все, что касается самого человека, и все, что находится в его зоне ответственности. И, друзья, еще маленький такой нюанс. В рамках сессии все вопросы будут только о вас. Вот честное слово, не будет никаких вопросов про политический строй в Гондурасе, об анатомии пингвинов в Антарктиде. Поэтому если на какой-то вопрос вам приходит ответ "я не знаю", то для меня это звучит как маркер некоторых вещей. Сейчас расскажу, каких. Во-первых, возможно, вы не хотите говорить об этом, и это абсолютно нормально. Наши сессии — это комфортное и безопасное пространство для вас, в рамках которого не надо играть никакие роли. Не надо играть роль приличной девочки, матери семейства, отличницы и так далее. А можно открыто и смело выражать все эмоции. И если какой-то мой вопрос вас бесит, то можно кинуть тапочек в монитор или прямо сказать, что Анна, меня бесит ваши вопросы, вообще прямо не хочу об этом говорить. Вот это будет честнее и эффективнее для нашей работы. Второй момент. Вам страшно об этом говорить. И это тоже окей, и это тоже абсолютно возможно. И, как правило, там, где страх, там скрывается энергия, там скрывается ресурс, там скрываются подсказки. И если одному человеку идти туда действительно может быть страшно, некомфортно, ну и мозг нас часто очень не пускает в такие самостоятельные исследования, то пойти туда с коучем проще и легче. И, кстати, если бы человек мог сам себя исследовать, сам с собой работать на основании огромного количества литературы, ведь это все же методы описаны, то это было бы здорово. Но, как говорится, человеку нужен человек. Объективно есть такие участки мозга и есть такие темы, куда нас просто наше подсознание не пускает самостоятельно, оно нам даже их не покажет. И в этом именно значимость работы с коучем, который это увидит, подсветит и вернет вам. А, Объективно, вот там, где страх, туда и надо идти. И, как правило, там, где страх, там как раз скрывается энергия, скрывается ресурс, скрываются подсказки. Вот прямо туда надо. И с коучем, конечно, это будет сделать намного легче. Следующий момент, третий. Вы никогда об этом не думали. И, возможно, тогда сейчас, в рамках нашей встречи, пришло время об этом подумать. Как вы считаете, будет ли это полезно для вас? Либо, если вы знаете, что пользы для вас там нет и нет ничего значимого, то тогда тоже так и скажите. Сколько надо работать с коучем? Всегда по-разному. Вот если коротко и очень-очень обобщая, то от месяца до года. Зависит это от огромного количества факторов. Как правило, если это ваш самый первый опыт работы с коучем, может быть, или вы до этого не работали ни с коучем, ни с психологом, то первые 4 сессии человек только учится формулировать запрос.
И, кстати, в тот момент, когда получается словами через рот обозначить четко то, что тебя беспокоит, можно сказать, что проблема решена наполовину. И дальше мы начинаем распутывать эти ментальные клубки. Это, знаете, как убираться в древнем замке, где никто не убирался тысячу лет. И мы прорабатываем огромное количество всего, огромное количество тем. И это отношения с самим собой, и самооценку, и личные границы, и ограничивающие убеждения, установки, неэффективные поведенческие мыслительные стратегии, выгорание, прокрастинация, лень, тревожность, нерешительность, стремление все контролировать, неумение принимать решения, брать ответственность и много-много всего в зависимости от запроса. И бывает действительно так часто, что человеку кажется: да вот мне по-быстрому, мне вот только решить вопрос, почему я такой нерешительный. И когда мы начинаем эту историю распутывать, то становится понятно, как много там всего намешано и как много всего надо проработать, чтобы закрыть вопрос с нерешительностью. А, Поэтому вот говорить о сроках достаточно сложно. И дальше, вот после того, как мы проработали этот этап, то есть на первом этапе мы учимся формулировать запрос, на втором этапе мы разбираемся с фундаментом и с базой. И на третьем этапе нам важно интегрировать новые полученные знания, новые полученные инструменты в жизнь на уровень действий и сформировать новые привычки. Вот это тоже совсем не быстро. У коуча нету цели подсадить вас на себя. Наоборот, задача коуча — дать вам удочку и отправить в спокойное, счастливое, благополучное плавание. Кому и когда нужен коуч? Вот если вы сомневаетесь, что сейчас вам это нужно, окей, потому что только вам решать, когда пора избавляться от боли, когда пора избавляться от страха, от тревожности, от всего, что я перечислила выше. И, в принципе, конечно, можно подождать год, другой, когда окончательно прижмет, или, в принципе, уже пенсия наступит, и будут уже совсем другие мысли. Поэтому решать только вам, потому что это же не операция по показаниям. А если без шуток, то научно доказано, что молчать и страдать проще и привычнее, чем действовать и меняться. Привычнее уж совершенно точно. И если вы сомневаетесь при наличии запроса, при наличии внутренней потребности, стоит ли идти вам к коучу, значит, выгоды, которые вам дает боль, превышают те преимущества, которые будут у вас без боли. И достаточно часто на сессиях я спрашиваю, как человек себя видит без этой проблемы, с которой он пришел. Как он видит, как поменяется его жизнь, если мы решим эту проблему. И бывает достаточно грустно слышать, что человек вообще не может себе такого даже представить, потому что эта проблема дает ему смысл жизни, она дает ему значимость, она дает ему возвышающие страдания. Окей, если это ваш выбор, абсолютно окей, если этот выбор делает вас счастливее, если вам хорошо, супер, никаких тогда нету проблем. Ведь в чем бы вы не были уверены, вы всегда найдете этому подтверждение. Не так ли? И человек живет не в реальном мире, а в мире своих представлений о нем. В чем вы выбираете быть уверенным? И, друзья, коучинг для тех, кто хочет раскрыть свой потенциал, кто хочет идти вперед, кто готов вкладывать деньги и время в свое развитие, кто понимает,
что все дело в голове. И именно там у нас центр управления тех жизненных результатов, которые мы имеем или к которым мы стремимся, или которые мы хотим иметь. И классно, и очень здорово, если пульт от этого центра у вас в руках. Друзья, приглашаю вас к себе на коучинг. Лучше самому попробовать этот трансформационный метод, чем прочитать еще 100-500 постов или посмотреть еще 100 видео. Запись через все мои соцсети и на моем сайте. До встречи.